Привет, друзья! Канцлер Фридрих Мерц идет против Брюсселя и требует пересмотра запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В Берлине обсуждают реформу Бюргергейт. Речь идет о массовом сокращении расходов и новых правилах для мигрантов. В это же время на границе зданий зафиксированы новые загадочные полеты дронов. Полиция усиливает меры безопасности. Дональд Трамп требует расследования сбоев, которые произошли во время его выступления на Генассамблее ООН. Немецкие фермеры предупреждают, страна рискует потерять продовольственную независимость, а Ангела Меркель неожиданно поддерживает внешнюю политику канцлера Мерца. Одновременно за океаном в Соединенных Штатах Америки обсуждают новые пошлины даже на обычную электронику. Как все это связано и что значит для Германии и Европы, разберу прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых последних новостей Европы и Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении бороться против запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, который обсуждается в рамках Европейского Союза. Несмотря на сомнения со стороны коалиционного партнера Социал-демократическая партия Германии, Мерц подчеркнул, что он будет активно выступать в Брюсселе за отмену этого запрета. Мерц также отметил, что решение о переходе на углеродно-нейтральные технологии должно оставаться на усмотрение автомобильной и поставочной промышленности. По его мнению, промышленность должна сама выбирать технологический путь к достижению цели по сокращению выбросов СО2, а не быть ограниченной жесткими политическими решениями. Европейская комиссия планирует пересмотреть так называемый запрет на двигатели внутреннего сгорания еще в этом году. Мерц выразил уверенность, что Германия должна активно участвовать в этом процессе, отстаивать интересы своей автомобильной промышленности. И это только начало. В Германии продолжается обсуждение реформы пособия Бюргергельд. Министр труда Бирбель Бас и канцлер Фридрих Мерц заявили, что считают этот вопрос приоритетным для себя и своих партий. Они подчеркивают, что цель реформы – помочь большему числу людей найти работу, при этом те, кто отказывается от участия, должны почувствовать свои последствия. Бас отметила, что нет разногласий по основным целям реформы. Она подчеркнула, что важно сначала достичь соглашения внутри правительства, прежде чем представлять предложение широкой общественности. В рамках реформы планируется снижение расходов на Бюргергельд, внимание, на 1,5 миллиарда евро в 2026 году. Это связано с тем, что новые прибывшие мигранты будут получать только пособие для соискателей убежища, а не полное Бюргергельд. Кроме того, обсуждаются меры по борьбе с мошенничеством в системе социального обеспечения. Бирбель Бас предложила улучшить обмен данными между различными государственными учреждениями, такими как, например, миграционные службы и центры занятости, чтобы предотвратить злоупотребление. Представители оппозиции, такие как Карстен Линнеман из Христианско-демократического союза ХДС, поддерживают реформу, но настаивают на более решительных действиях, а не на маленьких шагах. А теперь внимание, дальше еще интереснее. Датская полиция усиливает меры безопасности на границе с Германией в связи с серией инцидентов с беспилотниками. В последние дни в Дании зафиксировано несколько случаев появления дронов над аэропортами и критически важной инфраструктурой. В частности, в Копенгагене и на западе страны были зафиксированы пролеты беспилотников, что приводило к временной блокировке воздушного пространства. Полиция Южной и Южной Ютландии региона Дании, непосредственно примыкающего к федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, объявила о повышенной настороженности в отношении возможной контрабанды дронов через границу. Официальные лица считают, что за инцидентами может стоять профессионально подготовленная группа с целью дестабилизации ситуации в стране. В пятницу вечером, напомню, над крупнейшей военной базой Дании в Карупе были замечены новые 2 неидентифицированных дрона, которые находились в воздухе, внимание, в течение нескольких часов. Местные власти рассматривают это как часть комплексных вызовов, но пока не располагают точной информацией о происхождении этих беспилотников. В ответ на эти угрозы Европейский Союз рассматривает возможность создания так называемого дронового барьера, дроновой стены для усиления защиты от подобных инцидентов. Но это еще не главный поворот событий. Дальше необычная история продолжается. Я напомню, что во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп столкнулся с рядом технических проблем. Сначала на пути в штаб-квартиру ООН остановилась эскалаторная лестница, и Трампу со своей супругой Меланией пришлось подниматься по ступенькам. Затем во время речи вышел из строя телесуфлер, а затем возникли проблемы с аудиосистемой,
системы, из-за чего его выступление продолжительностью в час было плохо слышно. Трамп выразил недовольство и потребовал расследования инцидентов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что инциденты будут тщательно расследованы, подчеркнув, что организация стремится к полной прозрачности. В то же время представители ООН указали, что ответственность за технический сбой лежит на команде именно Трампа, а не на организации. В ответ на критику Трамп заявил, что его команда не несет ответственности за произошедшее. Он отметил, что такие инциденты подрывают доверие к международным организациям. Вопрос о технических сбоях стал той темой обсуждения в международных кругах, и многие наблюдатели ожидают дальнейшего разъяснения и возможных последствий для репутации ООН. И тут начинается самое любопытное событие. Смотрите внимательно. В Германии наблюдается тревожная тенденция. Страна все меньше способна обеспечивать себя продуктами питания. Недавняя исследовательская работа, проведенная по заказу Ассоциации аграрной промышленности, предупреждает, что Германия может вскоре не справиться с собственным продовольственным обеспечением и будет вынуждена увеличить импорт. Основными причинами этого являются изменение климата, вредители, такие как цикады, и неблагоприятные погодные условия. В том году, например, длительные дожди в июле привели к тому, что фермеры не смогли собрать зрелые культуры вовремя. Механизмы для уборки оставались без работы неделями, а в некоторых районах страны, например, на северо-востоке, наблюдалась, наоборот, сильная засуха. Фермер Карстен Кок из Шлезвиг-Гольштейна сообщил, что ему пришлось, например, использовать около 50% своей пшеницы как кормовую, а не продовольственную, что привело к значительным финансовым потерям. Президент немецкого фермерского союза Йохен Руквит отметил, что такие проблемы ставят под угрозу продовольственную безопасность всей страны. Однако, несмотря на эти вызовы, цены на зерно остаются низкими из-за перепроизводства на мировом рынке. Это усугубляет финансовое положение наших фермеров, которые сталкиваются с убытками. В ответ на эти проблемы Руквит подчеркнул важность укрепления внутреннего производства продуктов питания для обеспечения политической стабильности и безопасности страны. Он выразил обеспокоенность тем, что Германия постепенно рискует утратить свою продовольственную независимость. А вот следующая новость вызвала неожиданные комментарии. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ток-шоу высоко оценила внешнюю политику нынешнего канцлера Фридриха Мерца. Она отметила, что Германия вновь уверенно заявляет о себе на международной арене и действует с обаянием и влиянием. Меркель подчеркнула, что для нее важно видеть, как страна строит самостоятельную политику в Европе и мире. При этом она добавила, что не обращает особого внимания на те похвалы со стороны президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, считая главным, чтобы решения Германии отражали интересы самой страны в Европе. По словам Меркель, внешняя политика Мерца демонстрирует уверенность и последовательность, что положительно сказывается на позиции Германии на мировой арене. Тем временем в Соединенных Штатах Америки произошло то, что трудно было представить. Согласно источникам, близким к администрации президента США Дональда Трампа, правительство рассматривает возможность введения еще новых таможенных пошлин на импортную электронику. Предполагается, что размер пошлин будет зависеть от количества, внимания, микросхем в каждом устройстве. Невероятно! Представляете, будет изучаться каждое устройство, сколько в нем микросхем. Целью этой меры является стимулирование компаний к переносу производства в Соединенные Штаты Америки, что, по мнению властей, укрепит экономику и национальную безопасность самой страны. Представитель администрации отметил, что даже такие повседневные товары, как электрические зубные щетки, могут быть отнесены к категории стратегически важных продуктов. Это подчеркивает ту серьезность подхода правительства к вопросам технологической независимости. Однако введение таких пошлин может вызвать обеспокоенность у международных партнеров Соединенных Штатов Америки, так как они могут повлиять на торговые отношения и привести к ответным мерам. Кроме того, такие шаги могут отразиться на потребителях, увеличив стоимость импортируемой электроники. В настоящее время обсуждение этой инициативы продолжается, и окончательное решение еще не принято. Ожидается, что в ближайшие недели будут проведены дополнительные консультации с отраслевыми экспертами и международными торговыми партнерами. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.